Нарешті. Да, у нас получилось. Значит так, сегодня у нас пятница, 13. О, сегодня же пятница 13. Я думаю, что случилось, почему у нас все так не идет? Оказалось, вот, пятница 13. Вот в чем оказалась загвоздка. Так, ну что, мы в эфире, правда, мое изображение тормозит, и то, что вы видите на экране, происходило все не там. То есть я заторможенный на экране, это было несколько минут назад, потому что у меня еще и тормозит камера. В общем, сегодня утро началось с того, что у нас прилетело, кто не в Украине живет, рассказывает. 93 русских ракеты прилетело по энергосистеме традиционно, и поэтому у нас серьезные перебои с электричеством, интернетом и вообще всякими проблемами, которыми есть. Поэтому то, что вы видите мое заторможенное изображение, не волнуйтесь, главное, чтобы меня было слышно, а слышно и видно, главное, чтобы было Михаила Чернышева, с которым сегодня, как традиционно по пятницам, мы выходим в эфир. Поэтому мы в эфире, несмотря на все трудности. И начнем мы, наверное, даже сегодня говорить не столько про экономику. Я, Михаил, посмотрел ваш Facebook, и вы затронули несколько тем, о которых, собственно, я хотел поговорить. Вот сегодня прилетело 93 ракеты. У нас все ничего не получается. Все где-то тормозит. Виноват в этом понятно кто. Россия, агрессор, который разбомбил нам тут все, что только мог разбомбить, и мы вот теперь сидим в таких условиях. И понятно, что справедливо, вполне справедливо, да, чтобы он за все это заплатил. Но кто он? Россия это абстракция. Государство российское тоже абстракция. Есть конкретные люди, которые должны заплатить. Ну, сейчас сразу... И это будет справедливо, правильно? Все равно ж нельзя вычленить всех, кто делал ракеты, запускал ракеты, кто эти 10 тысяч ракет выпустил, запустил. Если один карандаш выпускает весь земной шар, то одну российскую ракету, тоже завязанные все, они как бы должны заплатить, но мы их не найдем. Поэтому платить будут все россияне. И вот россияне скажут, что это несправедливо. Потому что мы, типа, войну не поддерживали, чем мы должны платить? А платить будут. С другой стороны, опять же, это справедливо, а если заплатят там Ахметову за то, что ему разрушили, а кто заплатит нам с вами? Вот для того, чтобы проходить эфир, мне пришлось покупать куча аккумуляторов, генератор стоит, и т.д. и т.д. Эти же нам никто не возобновит наши затраты. И это опять несправедливо. Так вот, интересно, вообще справедливость существует или нет? Потому что у нас была, помните, женщина, на всех плакатах у нее была надпись «Справедливість є, за неї варто боротись». Так є справедливість чи ні? Не знаю, поэтому я и занимался исследованием этого вопроса, написал первую публикацию. Я подхожу к этому вопросу с такой стороны. Ну, во-первых, я попытался описать в своей публикации, что такое справедливость и как вообще... Дело в том, проблема в чем, собственно? Проблема и необходимость определения, что такое справедливость, заключается в том, или источником это является то, что обычно говорят, что вот за справедливость нужно бороться. Поэтому, значит, и страдать нужно, и бороться, значит, и кого-то принуждать, значит, кого-то уничтожать, ну и так далее, и так далее. То есть нужно что-то такое делать, чтобы добиваться этой самой справедливости. Причем нам как бы всем вместе. Ну вот мы же... Ваше, то, что вы сейчас задали вопрос, который предполагает, что, значит, мы, украинцы, должны с них, со всех там, значит, получить эту компенсацию в качестве справедливую компенсацию. Но вопрос, то есть это предполагает, что все мы должны соглашаться с одним и тем же понятием или определением справедливости. То есть одинаково понимать, что такое справедливо, что такое несправедливо. Потому что можно здесь смотреть с двух сторон. С одной стороны, если, вернее так, каждый, когда говорит, что что-то справедливо или несправедливо, он оценивает это, как правило, со своей субъективной точки зрения, и это связано, как правило, всегда
значит, с чувством какой-то обиды, досады, ну вот что-то такое не понравилось человеку, как-то все не так идет, как ему хочется, и он говорит, что это несправедливо, надо, чтобы было по-другому. Но дело в том, что это подразумевает, вот, чтобы было по-другому, что кто-то другой должен это обеспечить, то есть отдать свои ресурсы, лишиться своих ресурсов, потратить свое время, энергию, силы для того, чтобы для этого человека это было по-другому. Но если мы будем говорить, что понятие справедливости субъективно, то этот второй вполне себе может сказать, и это так и будет, что это несправедливо, если кто-то будет требовать, чтобы я, значит, против своего желания, против своей воли, значит, реализовывал желание или помогал достигать цели этому первому человеку, чтобы у него не было досады, обиды, чтобы он считал, что все будет справедливо. То есть, иными словами, то, что считает один человек справедливым, второй человек может считать, наоборот, несправедливым и наоборот. Это если мы будем опираться на то, что понятие справедливости субъективно. И в этом случае мы придем к выводу, что просто нет смысла вообще обсуждать, что такое справедливо, что такое несправедливо. Значит, каждый там обижается или досадует на что-то одно, или радуется чему-то одному, другой другому. И в этом смысле понятие справедливости, я думаю, существовать не может. В этом нет смысла. То есть слово такое может существовать, каждый может свою обиду или досаду или, значит, радость, удачи называть справедливостью, но для других людей это не будет иметь никакого там значения. У них будет поэтому другое мнение. Поэтому, если мы говорим, что, значит, справедливость все-таки существует, и мы все вместе должны что-то по поводу этого делать, обеспечивать, чтобы все было справедливо, то это можно, об этом имеет смысл говорить только тогда, когда мы вот эту самую справедливость, ну, не мы, а та группа людей, во всяком случае, которая пытается, значит, обеспечить какую-то справедливость, понимали ее одинаково. То есть фактически, как я описал, что о справедливости можно говорить только когда мы не делим людей на какие-то классы, неважно, там, политические, социальные, экономические, то есть не по-разному относимся там, не знаю, к белым, к черным, значит, к взрослым, к детям, к женщинам, к мужчинам, к бедным, к богатым, к высоким, к низким. Если у нас нет такого разделения, а мы всех людей в этом смысле считаем одинаковыми, и, ну, не то, что одинаковыми считаем, а попытаемся найти какое-то общее понятие справедливости для всех и каждого, то путем несложных логических рассуждений, а проще это сделать, если сразу опираться на экономическую теорию, на науку о человеческой деятельности, мы придем к выводу, что справедливо это то, когда не нарушается право частной собственности, а несправедливым является все то, что приводит к нарушению частной собственности. Потому что все в итоге, почему я говорю, что нужно опираться на экономическую теорию, потому что все рассуждения о справедливости всегда сводятся к распределению ресурсов. Ну, например, значит, кто-то там из детей получил шоколадку, а второй не получил. Он говорит, что это несправедливо. Ну, что имеется в виду? Он считает, что неправильно распределен был этот ресурс, эта самая шоколадка. Если мы, например, возьмем взрослых людей, вот кто-то получает более высокую зарплату, даже в одной и той же компании, да, и вроде бы и похожа у них работа, во всяком случае, по мнению того, кто недоволен, а уровень зарплаты разный. Тот, кто получает меньшую зарплату, он считает, что это несправедливо, ну, может так сказать. Но что он имеет в виду? Он имеет в виду, что ресурсы, в том числе финансовые, денежные, фонд заработной платы распределяется неправильно. И любой пример, как только вы услышите, что кто-то скажет справедливо, несправедливо, то если, значит, не глубоко копать, то мы сразу выясним, что речь идет о каком-то неправильном, по его мнению, распределении какого-либо ресурса. В этом смысле даже можно, прежде всего это касается, конечно, значит, распределения ресурсов между людьми, но отчасти это можно отнести и к таким, скажем, там, к живой или неживой природе. То есть, ну вот если, например,
какой-то там маньяк, убийца кого-то убил, значит, убегал от полиции, и на него упал столб, его и раздавил насмерть, то люди скажут, ну, это справедливо. То есть в этом смысле речь идет о том, что люди посчитали, что такой ресурс, как тело и жизнь вот этого убийцы, у него было перераспределено ну, правильно в этом смысле. То есть он был этот человек был этого ресурса лишен. Ну, вот таким образом. И в этом смысле, если мы то есть самое важное, что я хотел здесь донести, что чтобы мы, как бы мы ни рассуждали, если мы хотим найти единую точку, единую опору в понимании справедливости, которой, кстати, мы все можем потом двигаться, там, добиваться ее там, и устанавливать эту справедливость, то это всегда касается распределения ресурсов, а распределение ресурсов является правильным со всех точек зрения. Об этом говорит экономическая теория, об этом можно логически дойти. Распределение ресурсов правильно является, когда оно распределяется в рамках права частной собственности. То есть, когда человек получает какой-либо ресурс либо путем присвоения первичного ничейного ресурса, либо путем производства этого ресурса самостоятельно, либо когда он получает этот ресурс в результате добровольного обмена от другого человека или в результате там, дарения этого ресурса другим человеком, что, собственно, тоже можно отнести к добровольному обмену. Поэтому, если мы наблюдаем какое-то поведение человека, там, действие, событие, которое приводит к тому, что какой-то человек получает какой-то ресурс, то если мы видим, что этот ресурс получен в рамках права частной собственности, то мы просто обязаны назвать это справедливым событием или справедливым поведением соответствующего человека. Если же мы видим, что ресурс какой-то достается человеку не в рамках права частной собственности, или человек лишается этого ресурса не в рамках права частной собственности, то мы будем правильно будет называть такое событие или поведение, или поступок несправедливым. И что еще хотел здесь добавить, что, по сути, когда мы говорим о справедливом или несправедливом поступке, если исходить из того, что все это должно анализироваться с точки зрения права частной собственности, то нам на самом деле нужно обращать внимание не то, значит, кто получил тот или иной ресурс, там, шоколадку, там, зарплату, значит, повышение по службе, там, значит, хорошую жену или хорошего мужа, неважно, нам необходимо обращать внимание не на то, кто получил тот или иной ресурс, а на то, кто и каким образом с ним расстался, то есть кто передал ему этот ресурс. То есть если этот ресурс был... То есть это событие произошло в результате того, что какой-то человек, значит, таким образом распорядился добровольно со своей частной собственностью, то данное событие, данное поведение или данный поступок является справедливым. Если, значит, какой-то человек, этот ресурс, какой-то человек лишился этого ресурса не добровольно, не самостоятельно распорядившись им таким образом, а кто-то его заставил, вынудил силой, обманом и угрозами, неважно чем, то такое перераспределение ресурсов следует считать несправедливым. Я понимаю, что это можно... То есть это не выглядит как, значит, описание нашей реальной жизни, это отчасти выглядит как пожелание или правильная рекомендация, то есть то, что необходимо называть справедливым или несправедливым, как это определять, это вполне можно признать. Но что здесь важно, что если мы хотим все-таки, чтобы у нас было единое мнение по поводу справедливости и несправедливости, то оно может быть только таким. Как только мы говорим, что нет, дело тут не в праве частной собственности, значит, а в чем-то другом, то мы сразу скатываемся на позицию того, что понятие справедливости субъективно, у каждого человека свое понятие субъективности, это значит нет никакого общего понятия справедливости, и тогда, значит, нам не за что бороться, не к чему стремиться. Ну, иными словами, вот вы сказали, что необходимо, чтобы там, россияне или Путин или еще кто-то компенсировал все эти потери, издержки ради справедливости. Но
в этом случае тогда это будет, например, ваше субъективное мнение, потому что у кого-то другого, там, у соседа вашего, значит, там, где вы живете, может другое быть мнение. Он может сказать, что да нет, этого не надо, у меня же все в порядке, зачем лишать людей там их собственности, россиян, например, или еще какой-то, может, другая у него быть позиция. И так, ну, как говорится, сколько людей, столько мнений. Поэтому в целом бороться и призывать к чему-то, ну, во всяком случае, опираясь на понятие справедливости, тут как минимум нелогично. А вот если мы говорим, что речь идет о праве частной собственности, и несправедливо то, что нарушает право частной собственности, а справедливо то, что не нарушает право частной собственности, тогда можно возвращаться к вашему вопросу уже непосредственно, кто же там должен платить и возмещать потери, которые понесли украинцы в результате этой войны. Ну, прежде всего, опять же, я говорю, что если мы опираемся на право частной собственности, то тут сразу однозначно мы можем сказать, что да, это несправедливо. Во-первых, ну что сама война, что нас напали, разрушили собственность, убили людей, значит, и так далее, это несправедливо, потому что кто-то, значит, распорядился, значит, не в рамках права частной собственности, с частной собственностью других людей, украинцев. То есть это несправедливо. Как восстановить справедливость? Ну, необходимо, чтобы эти ресурсы людям, которые их потеряли, были возвращены. То есть в этом смысле отъем ресурсов у, значит, представителей агрессора, в общем-то, считается справедливым. И, значит, раз это считается справедливым, если это является восстановлением справедливости, значит, действительно по этому поводу что-то можно делать. И в этом смысле можно украинцам, там, группами, там, всем украинцам, это уже там технический вопрос, договариваться о том, как эту справедливость восстанавливать, потому что все абсолютно могут согласиться, что именно в этом заключается восстановление справедливости. Ну, а вот по поводу того, кто же будет, собственно, возвращать нам ресурсы, компенсировать эти ресурсы, уничтоженные на территории Украины войной, это вопрос уже больше технический. Я бы не сказал, что он относится к понятию справедливости напрямую, но, тем не менее, можно порассуждать в рамках и экономической теории, и в рамках философии либертарианства, как это может быть осуществлено. Ну, прежде всего, необходимо сказать, что сделать это проблематично, потому что, когда вы задаете вопрос, имеется в виду, как мы, украинцы, как каждый из нас, как, значит, частное лицо, частный собственник, будем восстанавливать эту справедливость. Проблема в том, что мы живем под государственным регулированием, кроме общества, кроме нас, здесь еще существует государство, и оно устанавливает свои правила, нормы, запреты, вводит свое принуждение, и поэтому, так как это было бы правильно, восстановить эту справедливость, конечно, сделать не получится. Почему? Потому что, ну, вот самый простой пример, я всегда чуть ли не на каждом эфире говорю, то есть как победить в войне? Нужно просто там убить Путина, например, и там, ну, там, не знаю, там 3-5 человек ближайшего окружения, которые, собственно, всем этим процессом управляют. Для этого не надо там сотни миллиардов долларов, которые там в целом сейчас крутятся вокруг войны. Для этого, ну, даже миллиарда долларов не надо. Я думаю, хватит даже, не знаю, 10 миллионов, возможно, бы хватило. Ну, 100 миллионов точно бы хватило, тут даже нет никаких сомнений, если это организовать. Но таким образом решался бы вопрос, в том числе начало, запуск этого процесса восстановления справедливости, восстановления и компенсации потери ресурсов. Этот процесс бы запустился, но проблема в том, как я сказал, наше государство это делать не позволит. Я всегда говорю, вот создайте, попробуйте спецподразделение по ликвидации Путина, начните организовывать из украинцев на территории Украины. Значит, и первое, что произойдет, наше украинское государство всех вас арестует, значит, посадят в тюрьму, начнется следствие и так далее. Поэтому это прежде всего нужно понимать. И на самом деле рассуждение по поводу того, как в нынешних условиях получить все эти компенсации, восстановить справедливость, я думаю,
честно говоря, даже бессмысленно, потому что все это будет происходить не так, как это должно происходить, не так, как там потерпевшие, вообще все мы хотели бы, чтобы это происходило. Это будет происходить так, как договорится политическая власть различных государств. Украины, США, России там, и так далее. И потерпевших, пострадавших никто, собственно, спрашивать не будет. И это, кстати, является несправедливостью, между прочим, потому что никто не дает, то есть государство не дает возможности распоряжаться нам своей частной собственностью и компенсировать потери нашей частной собственности, то есть восстанавливать эту самую справедливость, что, естественно, является несправедливым. Поэтому, повторю, рассуждать, как это может произойти сейчас, и произойдет ли эта компенсация, там, выплата, не знаю, там, репарации, еще чего-то там, значит, посадка в тюрьму там каких-то военных преступников. Честно говоря, от нас это никак не зависит, и поэтому ну, я на своих каналах и здесь на вашем, наверное, об этом рассуждать не буду. Я понимаю, что это интересная тема, но у нас, я думаю, достаточно много различных там, политических обозревателей, которые могут очень там хорошо, красочно, интересно на эту тему порассуждать. Ну, значит, из наших, как это сказать, из наших коллег, скажем так, если все-таки, чтобы человек рассуждал не просто так вокруг и около толок воду в ступе, а все-таки опирался и на экономическую теорию, науку человеческой деятельности, и на философию либертарианства, ну, я бы посоветовал, наверное, там, поспрашивать об этом Сергея Рачинского или там, Владимира Золотарева. Ну, что касается новостных различных событий, их оценки и так далее, политических, то, наверное, ближе к этому, ну, более интересно, во всяком случае, Сергею Рачинскому об этом поговорить. А здесь я предпочту все-таки поговорить о том, как бы эта проблема решалась или как справедливость восстанавливалась, если бы у нас государство нам этого делать не мешало. Во-первых, вопрос был в том, а кто же, собственно, должен компенсировать? Потому что там напало государство, вот, никто конкретно вроде бы не напал, государство виновато, вот, а с кого брать эту самую компенсацию? Кого лишать имущества, да, отнимать ресурсы, передавать их пострадавшим, чтобы была восстановлена справедливость? Но прежде всего, если мы говорим о свободном обществе, рыночной экономике, либертарианском обществе, то мы должны понимать, что нет никакого там, абстрактного виновника в виде государства. Есть конкретные люди, которые, ну, начнем с того, которые буквально там стреляли, обстреливали, запускали ракеты, там, мины и так далее. То есть их вычислить несложно, в том числе благодаря тому, что они организованы в определенные структуры, какие-то воинские подразделения и так далее. Какое подразделение, какая бригада, там, батальон или кто там у них обстреливал, известно, какой ущерб и кому нанес, известно. Поэтому сразу ищется конкретно, кто там стрелял и там заряжал там, эту гаубицу или там кто, значит, пилотировал соответствующий самолет. Выяснить несложно, и с них, собственно, нужно брать эти репарации. Если вдруг они окажутся там уже, значит, убиты, их уже нет, или их по какой-то причине невозможно найти, они скрываются, тогда выплачивать эти компенсации должно то самое подразделение, которое этим занималось. Значит, ну пусть скидываются, а если там не хотят скидываться, значит пусть находят того, кто там прячется, чтобы он, значит, расплачивался с пострадавшими. Ну и далее по цепочке, то есть виновные известны, с них берутся репарации, если их нельзя найти, если они погибли, и если в них нечем платить, у них там нет ни кола, ни двора, там, ни штанов, ни майки, значит, тогда опять перекладывается на все это воинское подразделение, военное подразделение, в котором он активно, в действиях которого он активно принимал участие, этот виновный, потому что они, ну, трудно сказать, конечно, косвенно, но технически, да, косвенно в этом тоже виноваты, значит, они там его кормили, они его привезли, они ему там подвешивали бомбу к этому самолету и так далее. Поэтому в итоге все равно пусть они скидываются. Если же это подразделение все уничтожено, все погибли, никого нет, есть более крупное подразделение, в рамках которого они действовали, ну и так далее, вплоть до такой уже
организация, которая обобщает все эти подразделения, это само государство. Есть государственная собственность, значит, и с помощью нее необходимо все это компенсировать. Пострадают ли от этого значит, граждане России, которые к этому никакого отношения не имели? Ну, во-первых, если компенсацию оплачивают конкретно виновные, то те, кто в этом никак не принимал участие, получается, что не пострадают. С другой стороны, так как мы понимаем, что потери там тоже огромные, и в результате все равно придется значительную часть получать в виде компенсаций, значит, отнимая государственную собственность Российской Федерации, ну, не отнимая, в смысле, а получая в качестве компенсации, то в этом смысле косвенно пострадают действительно все граждане России, потому что отчасти они, ну, значит, их доходы в какой-то мере зависят от этой собственности. Это раз. Во-вторых, если так, как мечтают, значит, оппозиционеры российские, что Россия превратится там, в рыночную страну, в свободную страну, как там, новая свободная Россия, или не помню, есть у них там такой расхожий... Прекрасная Россия будущего. Прекрасная, да, Россия будущего, то в этом смысле они тоже пострадают, потому что им, значит, меньше чего будет приватизировать, чего они получат частную собственность там, и так далее. Ну, косвенно пострадают, ну, понимаете, как косвенные потери с точки зрения экономической теории, они не являются потерями, потому что вот мы же не считаем потерями, если какой-то предприниматель хотел получить прибыль и не получил, не получилось. То есть он для себя, конечно, может, значит, посчитать, что у него там недополученная прибыль, значит, то, что он рассчитывал, но с точки зрения экономической теории в этом никто не виновен. Мы начинали с понятия справедливости, то есть в этом случае все справедливо. То, что он недополучил прибыль, ничего несправедливого здесь нет. Потому что, почему он не получил прибыль? Ну, потому что кто-то из потребителей не захотел расставаться в его пользу со своими ресурсами, там, деньгами, значит, и это вполне справедливое положение вещей. Поэтому, если россиянам будет меньше чего приватизировать, ну да, недополученная прибыль, но кто же в этом виноват? То есть жизнь у нас такая непредсказуемая, никто ничего не гарантирует. Если у вас есть ресурс, и у вас этот ресурс отняли, тогда да, вы пострадавший. Если же вы хотели там, получить ресурс, надеялись, что он у вас будет, но так и не получили, то в этом случае вы не являетесь пострадавшим. Вот так, если коротко, если мы говорим о восстановлении справедливости, то все равно речь идет о том, то есть несправедливо то, что кто-то отнял ресурс там, у другого человека, поэтому восстановление справедливости предполагает, что этот человек, неправомерно получивший ресурс, должен его вернуть. Ну и, соответственно, компенсировать все те ресурсы, которые первому человеку пришлось понести для того, чтобы эту самую справедливость восстанавливать. Потому что это тоже, он потерял эти ресурсы, потратил их по причине того, что первоначально тот второй человек неправомерно завладел его собственностью. Ну вот так, если вкратце говорить, то так я могу ответить на этот вопрос. Ну, хорошо. Замечательно. Получился ответ, по-моему, развернутый на вопрос. Даже в пост можно в Фейсбуке больше не писать. Можем всем сразу нарезать и показывать вместо поста. Кстати, у нас есть вопросы уже сразу в чате. Значит, вопрос Михаилу. Можно ли, как говорят некоторые, разогнать экономику с помощью войны? Нет, ответ простой: нельзя. Я, честно говоря, я знаю об этом тезисе, но он у меня не укладывается в голове. Я не понимаю, как люди вообще в это могут верить или считать, что это действительно так. С помощью войны можно обогатиться каким-то конкретным людям, в том числе и предпринимателям. Ну, то есть, если у него компания по производству гаубиц, но уже там 50 лет они никому особо было не нужны, так, для проформы, для того, чтобы распилить бюджет, что-то государство у него покупало, ну, у него был какой-то доход. Тут начинается война, понятно, что у него этих гаубиц там десятки, сотни раз теперь начинают больше заказывать, и в этом смысле, конечно, он обогатится. Но проблема здесь в том, что он обогатится за счет того, что обеднеют другие люди. То есть здесь произойдет просто перераспределение различных ресурсов. Ведь
Ну, давайте так, все-таки сразу тогда сошлемся на экономическую теорию, чтобы долго не рассуждать. То есть почему война не может ускорить экономический рост? Потому что, значит, начнем от печки. Что такое экономика? Это процесс обеспечения человека, себя необходимыми для жизни ресурсами. Так как потребности у человека бесконечное количество, никогда не заканчиваются, потребности только растут, неважно, как быстро вы их удовлетворяете, то для того, чтобы удовлетворять все больше и больше потребностей, а именно так устроена логика человека, так устроен человек, он по-другому не может, кроме того, как к этому стремиться. Это, собственно, и называется стремлением к счастью. То так как ресурсов мало, а потребностей не заканчиваются, ресурсы необходимо производить, все новые и новые ресурсы. Ну, в рыночной экономике можно условно сказать, что ресурсы – это как раз вот те самые товары и услуги, которые человек получает и с помощью них удовлетворяет свои потребности. Так вот, что значит рост экономики? Рост экономики – это значит, человек имеет возможность удовлетворять все больше и больше своих потребностей, то есть ему доступно все больше и больше товаров и услуг. Как это обеспечить? Это обеспечить можно только за счет роста производительности труда, больше никак не обеспечить. Но рост производительности труда определяется только одним – количеством капитала, который используется в производстве. То есть количеством средств производства, сырья, материалов, комплектующих, то есть всего, что произведено трудом человека в каких-то других производствах, но не используется не для непосредственного потребления, а используется для производства других продуктов. То есть я уже неоднократно говорил, что одно дело вы руками яму копаете, если у вас появился капитал в виде лопаты, у вас производительность увеличивается, если капитал еще стало больше, теперь он выглядит в виде экскаватора еще больше и так далее, то есть ваша производительность растет. Так вот, рост экономики, он определяется ростом капитала, который в этой экономике находится. Да, это еще зависит не просто так от валового количества капитала, а о том, как организована производственная структура общества, сколько этапов производства, но все равно вы не сможете создать более длительную производственную структуру или больше этапов производства без дополнительного капитала. Чтобы создать новый этап производства, вам нужен опять тот же самый капитал. То есть завод, условно говоря, из чего-то должен быть построен, да, из чего-то состоять. А все это необходимо произвести. Так вот, поэтому можно сказать, что рост экономики – это рост капитала или капитальных средств, которые в этой экономике используются. Так проблема с войной состоит в том, что война уничтожает эти самые капитальные ресурсы. То есть фактически, если у вас было какое-то N количество капитала или N количество условных капитальных ресурсов, то в результате войны у вас их встает N делить на 10, например, 10 раз меньше. И это просто снижает производительность труда, количество товаров и услуг производится меньше, экономика сразу падает. И здесь никакого нет роста. То есть даже если мы учитываем, что производится больше каких-то гаубиц, снарядов, даже самолетов, то это не говорит о том, что больше становится средств производства. Потому что они, даже если их считать условно средственными производственными ресурсами для предоставления услуги по защите и обороне, то все равно они производятся и уничтожаются. А все остальные потребности людей, кроме вот этой обороны, все ресурсы, все средства производства, которые для этого предназначены, они просто уничтожаются. Здания, сооружения, заводы, фабрики, автомобили, все это уничтожается. И поэтому экономика война приводит не просто к торможению экономического развития, а к падению экономики, даже не экономического роста, а к падению, то есть не к замедлению, а просто к падению. Поэтому и потом, когда начинается восстановление, допустим, война закончилась, начинается восстановление экономики, то еще много-много лет просто восполняется или восстанавливается тот запас капитала, который был до начала войны. И только через несколько лет экономика выйдет на то же количество капитала, будет иметь, какое она имела до начала войны. И только потом уже экономика по ее размеру будет превышать до военную. Поэтому в этом смысле все, к чему привела война, только к тому, что экономика, допустим, должна... если предположить, что в Украине не было бы войны, и экономика Украины к 2050 году должна представлять из себя по величине какую-то экономику. Так вот, в результате войны она просто будет меньше в 2050 году.
и все. Причем даже может меньше, чем была до войны. Если даже будет она больше, чем была до войны, то все равно меньше, чем была бы, если бы войны не было. Поэтому, если мы понимаем, что рост экономики определяется количеством капитальных ресурсов, а это, повторю, автомобили, здания, дороги там, и так далее, и так далее, и так далее, там, отвертки, дрели, станки, все что угодно, все, что используется в производстве. Так это все уничтожается, то есть бомбится ракетами, там, бомбами, минами, там, всем чем угодно. Плюс, ну, то есть тут даже можно продолжать этот анализ, потому что раньше там все население Украины, значит, работало, производило какие-то товары и услуги, в том числе производило средства производства, а сейчас, значит, практически все сидят в окопах, то есть не производят этого ничего. То есть мало того, что сейчас разрушаются средства производства, еще и не, значит, количество вновь производимых средств производства резко уменьшилось. И поэтому все, к чему приводит война, это, ну, в краткосрочной перспективе прямо сейчас это просто к падению экономики, сжиманию экономики, к убийству экономики. Если мы рассмотрим долгосрочную перспективу, то есть период, в том числе и который захватывает то время, когда война закончилась, и какое-то количество лет потом, то мы просто будем наблюдать, что экономика доросла до меньшей величины, чем могла бы дорасти к какому-то году, если бы войны не было. Поэтому нет, война не ускоряет и не может просто, в принципе, там, ни теоретически, ни гипотетически никак не может ускорить рост экономики. Развитие отдельного предприятия, да, может, то есть, сделать его богаче. Но это так, как любое государственное регулирование. То есть, например, если мы возьмем пресловутую защиту отечественного товаропроизводителя или предоставление монопольного положения какой-то компании. Да, конечно, эта компания будет прямо сейчас чувствовать себя или отрасль лучше, но только за счет того, что все остальные будут чувствовать себя хуже. То есть не может, вообще никакое государственное регулирование не может ускорить экономический рост, там, улучшить условия для экономического роста. Ну, а война – это фактически тоже государственное регулирование, да, то есть только государственное регулирование сразу там с двух сторон, да, двух государств. То есть одно государство решило, значит, на этой территории подрегулировать как-то по-другому, другое государство решило, нет, мы хотим регулировать так, как регулировали. И, собственно, ну, кстати, получается красивая аналогия, потому что когда одно государство только эксплуатирует экономику, она тормозит экономический рост, да, теперь получается сразу два, ну, во всяком случае, те территории, которые оккупируются, или те, на которых идут боевые действия, сразу два государства, значит, регулируют этот процесс, и поэтому экономика там в 2 раза сильнее тормозится, но фактически в буквальном смысле уничтожается. Поэтому не может война ускорить экономический рост никаким образом. Просто потому, что уничтожаются капитальные ресурсы существующие, а новые капитальные ресурсы производятся намного медленнее. Во всяком случае, в этот период во время войны. Еще есть вопрос у нас в чате. В чем отличие захвата земли в процессе колонизации от Гомстеда? Где провести границу? Ну, границу провести там, когда Гомстед предполагает, что присваиваются ничейная собственность, ничейные ресурсы, ну, ничейные ресурсы, в данном случае ничейная земля. Колонизация, ну, колонизация тоже, понимаете, часто одним и тем же словом называют разные вещи. То есть, когда колонизация можно назвать процесс просто того, что там европейцы переселялись там, на американский континент, там как-то осваивались, например, в том числе ничейные земли осваивали, это тоже можно назвать колонизацией. Колонизацией можно назвать то, что, значит, ну, какая-то метрополия, монархии, какие-то отдаленные земли считали своей колонией, и поэтому, когда, значит, они ими управляли или устанавливали там свою власть, распространяли на эти земли, тоже можно назвать колонизацией. Колонизация можно назвать там, уничтожение или силовой захват или принуждение там, местного населения на тех территориях, которые колонизируются. То есть по-разному можно оценивать. Поэтому, когда мы сравниваем Гомстед с колонизацией, то надо понимать, с какой колонизацией мы сравниваем. Поэтому, если это какое-то агрессивное отношение
по отношению к местному, там, к туземному населению, то понятно, что это нельзя назвать никаким гомстедом, это агрессия. Но часто путают, ну, точнее, даже постоянно путают, когда говорят, что американцы захватывали или, значит, осваивали американцы, вернее, европейцы, американский континент, прежде всего, речь, если говорить о Северной Америке, то путают две вещи. Дело в том, что когда просто переселенцы, вот частные лица переселялись в Америку, значит, пытались там найти какой-то участок земли, его освоить, то на самом деле там никакой агрессии не было. То есть они действительно либо селились на каком-то участке земли ничейном буквально, то есть, да, значит, на каких-то огромных территориях где-то там индейские племена кочевали, где-то были, но они селились, вот если просто сами по себе частные лица, частные собственники, ну, частные лица, они селились на тех землях, где, скажем так, индейские племена в тех случаях не имели никаких претензий. Ну, поселились там какие-то люди, там, они организовывали какой-то обмен, там, торговлю с ними и так далее. Эти европейские товары, и индейцы, значит, ну, не знаю, там, какую-то еду или там, что они там в обмен могли дать, значит, европейским поселенцам. То есть, поэтому или селились на ничейных землях, то есть, которые в том числе индейские племена считали, ну, ничейными, в том числе не ихними, они им были не нужны, либо в буквальном смысле покупали у индейских племен там какие-то их земли, платили там, чем они расплачивались, это вопрос. А второй вопрос, то, что индейские племена добровольно передавали эти земли поселенцам. Поэтому вот такой гомстед, он действительно был гомстед, ну, в первом случае гомстедом, а второе это как раз приобретение земли, да, добровольный обмен, и здесь было все нормально. Но дело в том, что мы знаем действительно, что в том числе и переселенцы осуществляли буквально геноцид по отношению к индейским племенам. Но если мы внимательно изучим историю, то это делали не частные лица, то есть не тех, кого мы называем частными собственниками, не те люди, которые занимались гомстедом или покупали земли у индейцев. Этим занималось государство, то есть геноцидом занималась государственная армия на североамериканском континенте. Вот когда, например, да, и это агрессия. Но это не значит, что было плохо, что европейцы переселялись на североамериканский континент, что они там как-то себя плохо вели. Нет. Поэтому я говорю, что всегда, когда речь идет о рыночной экономике, когда люди всегда склонны действовать в рамках права, даже по отношению не только к себе, да, там, между европейцами, но и по отношению к индейцам, обычно люди так себя вели. То есть брали земли, которые такие земли, где индейцы против чего не возражали или покупали у них, это нормальные рыночные отношения. Но когда появляется государство, мы с вами знаем, что по-другому быть не может. То есть сразу же появляется агрессия, и все. Чтобы было понимание, где тут, собственно, почему, значит, как это так мирные люди, там обычные люди не осуществляли агрессию по отношению к индейцам, значит, государство осуществляло. Я думаю, что практически все вы видели там фотографии, там начало колонизации Америки, где там посередине прерии, значит, такая гора из, значит, этих черепов буйволов, значит, и там такие бравые, вроде бы как переселенцы с винтовками, хвастаются, смотрите, сколько они уничтожили буйволов. Ну и сразу же, значит, сторонники государственного регулирования говорят, смотрите, вот ваши рыночные отношения, вот ваши, значит, там гомстеды и там добровольный обмен, смотрите, просто природа уничтожается. На самом деле это результат действия государства, потому что это буквально по приказу там, соответствующих там, и губернаторов, и в том числе английского монарха, то есть в разных ситуациях по-разному. В частности, уничтожение буйволов осуществлялось по приказу, и целью было, значит, оставить индейские племена без питания, без пропитания. Чтобы им нечего было есть, они голодали, значит, или умерли, или убирались куда-то подальше в континент, чтобы здесь им не мешали. То есть это армия сделала. Или там наемники, которых наняло государство. Просто целые стада там, бизонов, этих буйволов уничтожались. Не потому что там, чтобы мясо получить, там шкуры, да, там, возможно, как-то отчасти это использовалось, но главная задача была просто уничтожить эти стада, чтобы, значит, лишить
ресурсов индейские племена, они не могли защищаться, тут жить и так далее, что просто или вымерли, или сами куда-то убрались, им здесь не мешать. Это действие государства. Поэтому вот ответ на такой вопрос, когда мы говорим о колонизации, нужно понимать, какой. Если люди переезжают, договариваются с местными жителями, что-то от них получают в обмен или берут то, что, в принципе, местным жителям не нужно, и они не против этого, то есть что считается ничейной собственностью, вот это есть гомстед и в том числе рыночный обмен. Когда мы говорим, что кто-то, значит, проявляет агрессию, то есть, значит, кого-то, значит, ну, буквально там убивает, когда расстреливали индейские племена, там сжигали их, там, значит, места стоянок и так далее, уничтожали их ресурсы, которые они использовали для питания. Это агрессия, это государство, ну, к этому так и нужно относиться. Поэтому колонизация бывает разная. Либо просто переселение и добровольное взаимодействие с местным населением, если оно там есть, и агрессия, если это агрессия. И то можно назвать колонизацией, но нужно просто по-разному, то есть смотреть на суть, то есть что мы в данном случае колонизацией называем, и тогда никаких проблем, значит, разделением. Тут, получается, надо разделять не колонизацию и гомстед, а разделять гомстед и агрессию. А вот что из них назвать колонизацией, это уже там, опять же, там вопрос к историкам, что они предпочитают и как называть. Ну и тут можно вспомнить историю Израиля, например, когда первые колонисты, которые приезжали в Израиль, вот опять же слово колонист, первые поселенцы, они покупали у местного населения себе землю и там устраивали кибуцы. А потом пришло государство Израиль и сказали, что все, теперь это все наше. Вот ООН нарисовала границы, и вот как хотите, так тут и тусуйте. Теперь это Израиль. Вот она вся разница, по-моему, которая вполне очевидна и понятна. И тоже и первый случай можно назвать колонизацией, да, евреи там устраивали колонии или колонизировали эту территорию, хотя не очень, может, подходит, но можно назвать. И колонизацию можно назвать, да, когда решили там государство Израиль построить. И силой просто отняли эти все земли, сказали, что это будет то колонизация. Но в первом случае это гомстед и рыночный обмен, а во втором случае агрессия. Ну что, у меня получилось, наконец, починить камеру, программку, которая управляет камерой, ну и как раз к концу нашего эфира. Сегодня у нас будет такой коротенький эфир. Спасибо всем, кто присоединился. Ну, коротенький, не коротенький, а 50 минут поговорили. Ну, просто ради экономии электричества, потому что я не знаю, когда у меня включат, чтобы на вечер на Рачинского остался еще у меня батарея, поэтому сегодня, наверное, будем заканчивать. Лучше меньше, да лучше. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, кто нас посмотрел. И на этом, наверное, сегодня будем заканчивать. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте вопросы. И в следующий раз тогда мы на них обязательно ответим. Всем спасибо и до встречи. Вечером Сергей Марчинский. И там можете задавать уже вопросы, которые Михаил переадресовал к Сергею.